Всем привет! И сегодня, как обычно, продолжаем завоевывать алюминиевый мир. В комментариях под моими видео много советов по выплавке, да, что добавлять, как делать, как правильно. И, честно сказать, я запутался. У меня в голове такой каламбур. Да и заготовки всегда получаются, даже что-то по советам делаю, заготовки получаются все равно спорными, косячные. Поэтому я решил для себя сделать по-другому. Есть в комментариях один человек среди моих зрителей, который комментирует под каждым видео в течение уже больше года. То есть с тех пор, как я начал выплавлять, он оставляет комментарии. Он дает советы, и в следующем видео меня ругает, что я опять его там что-то не послушал и так далее. И вот я решил ему довериться, связался с ним, написал на почту, обменялись мы почтами, написал и говорю: давай. Ник у него Валерий Н. Если что, под комментарием, в комментариях под видео посмотрите, почитайте, под каждым видео есть советы. Так, вот, написал я ему и говорю: давай, Валер, шаг за шагом учи. И вот что он мне насоветовал. Сегодня, во-первых, нужно красить тигель. Но он мне говорил про покраску, можно сажей закоптить, резиной, можно каким-нибудь огнеупором покрасить. Вот сегодня пока я попробую огнеупор. Белая глина, вроде как она каолиновая называется. Вот она, эта глина. В природе она у нас во врагах вот в таком виде. Вот, это она уже просушенная, перемолотая и просеянная. Так, белая глина разводится до консистенции молока водой. И добавляется 3% жидкого стекла. Жидкое стекло. Вот. Это будет краска. Красить я буду ложку, в которой снимается шлак, колокольчик, крышку изнутри, на всякий случай, чтобы с нее ничего не сыпалось, и тигель внутри и снаружи покрашу этой смесью. То есть все, что касается, будет соприкасаться с жидким алюминием, я покрашу. Да, и форму, в которую буду выливать, тоже покрашу. Я ее прокалил уже. То, что я никогда не делал. Покровной флюс. Валерий мне дал такой рецепт. Хлористый калий, удобрение в магазине «Сад-Огород». И обычная поваренная соль. Пока мамки или жены нет на кухне, пачку в карман и в лабораторию. Вот. Мешаем 1 к 1 и сплавляем все это при температуре 850-870 градусов. Я сначала попробовал все это дело плавить горелкой газовой. Получилась вот такая вот штука. То есть там начало плавиться, там не начало. Плюнул. И потом я все это дело начал плавить в тигле. И получилась уже вот такая штука. Вот это уже больше похоже на что-то. И дальше я теперь это дело перемелю в ступки, в порошок. Вот такой вот пестик. По-моему, пестик называется, да, это? Ну, это палец гусеничный трактора ДТ-75. Ну, закругленная шляпка отлично выполняет свою функцию. Вот. Перемелю в порошок. Это будет покровной флюс, который будет добавляться при расплаве алюминия сверху, чтобы защищал от окружающей среды, там, от агрессивной всякой. Не прошло и 3 дней. Перемолол. Готово. Ну, последнее я уже просеивать не стал. Там крупинки, как соль поваренная. Так что, я думаю, пойдет, не испортит. Так, итак, это флюс покровной. То есть добавляем после того, как заклали алюминий. Так, по-моему. Потом пойду еще перечитаю. И дегазатор буду использовать, Валерий сказал, говорит, кидай тот, который используешь. То есть вот этот уже в колокольчик. Кусок отрублю, чтобы в колокольчик влез. Зафиксирую. Это промышленный дегазатор. FT1 или FT2. Так мне написал друган, который мне его прислал. Андрюх, привет. Флюс пересыпан, убираем. Вот такой он получился, как пудра. Его убираем. И теперь последний шаг.
Вибростол. Старый мой. Вы уже видели его. Вот. То же самое буду делать. В прошлый раз я поставил форму на вибростол. Включил его, залил. И многие мне написали то, что алюминий просто застыл быстро, там не успел даже повибрироваться, ничего всплыть. Поэтому в этот раз я еще буду греть горелкой. То есть сразу до заливки направлю горелку, пусть греет форму, зальется алюминий, еще пусть прогревается. Короче, посмотрим, как вибрация сработает с прогревом, чтобы жидкий алюминий подольше стоял. Видео сегодня тренировочное. Это генеральная репетиция, скажем так, перед основным видео. Мне Валерий расписал все полностью по шагам, и он там предложил сделать 3 отливки, с одного тигля. То есть я наплавляю полный тигель и потом по-разному отливаю 3 штуки, чтобы проверить, узнать результат. И это тренировочное видео у меня для того, чтобы, в частности, вот, Валер, ты посмотришь и скажи мне, напиши, что я сейчас делаю вдруг не так. То есть, правильно я повторяю то, что ты написал, или нет? Мне нужно узнать перед основной заморочкой. Если все я делаю правильно, значит то же самое я буду делать в следующем видео. Все, покрасил. Короче, Валер, как вышло, так вышло. Внутри красить. У меня ни пульверизатора, ни аэрографа нет. Вроде так, разводов нет таких, чтобы до металла прокрасилось. Самое сложное было форму прокрасить. Там как кисточкой не лазь, все равно разводы имеются. Вот видно она. Все, как смог, так смог. Может быть, в этом уже и будет косяк. А теперь выдуваю компрессором все, как ты сказал. И ставим в горн. Продул тигель. Зарядил туда кусок алюминия сразу, чтобы не бросать. Поэтому тигель положил на бок и аккуратно поставил. И 2 столовые ложки флюса самодельного бухнул. Может, опять Валерка будет ругаться, сказать, надо было потом сыпать. Но я думаю, это без разницы. Все, сейчас будем заряжать. Заряжаем. Так, сразу надо крышкой закрыть. Не знаю, сейчас увидите или нет. Покажу кое-что. Навряд ли камера внутрь возьмет. Короче, флюс расплавился раньше алюминия. Вон он внизу. Он уже красный, раскалился, а алюминий еще не потек. То есть флюс раньше расплавился. Первый расплавился затравочный. Пошел второй кусок. И теперь уже приходится без крышки. Потому что длинные отливки получились у меня в прошлый раз. Ничего, расплавится. Появился у меня сейчас резко внезапно вопрос. А где флюс? Он же вроде должен быть плавать сейчас здесь, сверху. А его не видно. Валер, расскажешь? Только проговорил, и флюс появился. Вот он. А почему так? Почему он не всплыл раньше? Вот теперь видно, что здесь флюс. Он прям поверху плавает. Так, замеряем температуру. Да что ты, бликает постоянно. Опа, уже больше. О, 720. Валер, по-моему, ты так описал, да? Не больше 720. Все, я выключил поддув. Все, готово. Сейчас снимаю этот шлак и дегазатор опускаю. А ложка не прогретая. А вот он, как раз таки флюс. Снимается, еще и шипит. Вот он флюсик. Дегазатор, как я говорил, в колокольчике. Начинаем.
меня аж печка шатается. Так, ну вроде все, переиграла. Валер, заметил, сколько времени прошло? Около минуты, наверное, дегазатор играл. Вот теперь скажи, для следующего эксперимента хватит столько? Или второй раз дегазировать, как ты мне рассказывал? Все, вынимаю колокольчик. Опа. Шлаку здесь в этот раз хорошо. Вот он какой кусок получился. Вот он, кусок шлака. Так, все, пусть отстаивается, я пока прогрею форму. Так, что-то он там внутрь усел. Ну, остынет, посмотрим. Сегодня я заготовку в воду не бросал. Остыла она сама по себе, естественным путем. И разворачиваем. Протачивать буду сначала вверх, потому что, во-первых, яма образовалась, а во-вторых, яйцо нарисовалось. Форму расколбасило или вибрации, может быть, с горячим алюминием. Короче, яйцо большое. Все, поехали.
алюминий. Я думал, то шлак какой-то. Ладно, поехали. Ну, пока поры присутствуют, и немало. Пока ничего не меняется. Короче, то же самое. Так, что делать? Что делать? Проточить поверху. Что-то я уже задолбался и ловить эти дырки. Сколько их там протачивать. Поехали поверху. Так, ну и что толку? Никакого толку. Поры видно везде. Сейчас переверну, посмотрим, что будет на дне. Что-то я подозреваю, что моя участь плавить алюминий с пластиком и со стеклом. Не дается мне ни хрена это избавление от пор. Поехали. О, те же поры. Никуда я от них не делся. Ну, не знаю, сбоку же я проточу еще, ладно. А хотя, что ее мучить, все равно в переплавку пойдет. Сейчас сниму, рассмотрим. Ну вот теперь смотрите, что получилось. Поры, они остались такие же, как и были раньше у меня. Такой же формы. Такой же формы. Я не знаю, камера передаст, навряд ли, а? Нет, наверное. Короче, они поблескивают. Как алмазики переливаются именно эти поры. Потому что они блестят. Блин, ну в камере вот на дисплее я ни разу не вижу, чтобы блеснуло что-то. Ну, короче, как-то так. Здесь я не добрался до края. Здесь по боку
тоже есть. Короче, Валер, ну не только Валер, все зрители, кто знает, кто что понимает. Что теперь я сделал не так? Вроде ж по инструкции все. Вот видите, одна блестит, хотя бы видно ее. Вот так вот они все блестят. Вот ближе к центру поблескивает одна. И вот так вот они вот играют, все блестят, когда я играюсь на свету. Что это такое, неизвестно. Так, ладно, жду советов ваших. А сейчас я вставлю кусочек, ну, про тигель с прошлой плавки, когда плавил жидким стеклом. Тигель, крашеный жидким стеклом после первой плавки. Один слой накрашен газовой горелкой, ну, обычным пропаном, нагревал и на горячую красил кисточкой. Просто жидкое стекло, ничем не разведенное. И вот что получается. Там, где нагрев был не сильный, где языки пламени только лизали, ну, держится нормально. Осталось покрытие. Там, где был перегрев, где был тигель красный, потому что в горне я плавил, видите, спекается. И дальше оголяются участки, короче, тигля. И не так уж ахти оно и защищает жидкое стекло. Оно спекается в капли. Вот на дне, например, видно хорошо. Вот я его уже обстучал. То есть было покрашено, так же было белое, как и здесь. После плавки алюминия получилось, вот видите, белые вот эти светлые пятна. Это все было сплавленное стекло, жидкое. Вот такие вот пятачки были. Видите, с пузырями. Короче, оно сплавилось в капли. И получилось так, что все равно дно открытое. Вот только было как, где закрыто жидким стеклом, где пятнышки вот эти вот. А в основном все дно открытое. Вот так вот оно получилось. Так, внутри. Внутри вот так. Ну там я уже щеткой металлической чистил. Пытался счистить. Крепко засело, да, стекло это. Прям до металла добраться тяжело. Еще не добрался. Но опять. Вот оно внутри видно. Там, где был алюминий, уровень алюминия. Видно, что оголенный участок все равно металла. То есть металл оголился. И дно. На дне было стеклом, ну хорошо стекла было, там дно закрыто было, получилось. И если раньше я вот после остывания тигля пленку алюминиевую эту снимал свободно, ну полностью вылазила, тигель чистый оставался, то сейчас алюминий, я вот пленку с боков содрал, оно вот и видно, где был алюминий прилипший, да, вот вон оно пятно темное. Вот там вот везде, где металл проглядывается, это все была пленка алюминиевая. Так вот на дне она вообще не снимается, не колется. Пробовал, ковырял и так и сяк. Вон по краям видно, что там тоже жидкое стекло, ну, застывшее уже, расплавленное и застывшее. И оно, видать, с алюминием спеклось. И почистить не получится. Поэтому после следующей плавки, у меня тут намеревается одна плавка без вас. На заказ надо кое-что сделать, отлить. И я попытаюсь на горячую вычистить тигель. И уже буду красить по-другому. По совету одного моего учителя, давнишнего, я буду красить огнеупором. Ну вот, спрашивали, ответил. Ну, на этом все сегодня заканчиваем. Жду советов. Давайте, рассказывайте, что, как мне поступать, что еще делать. Возможно, это все-таки действительно алюминий из поршней. Косячный такой. Но у меня сейчас нет возможности найти новый, какой-то другой лом. Потому что у меня сейчас алюминий есть только с поршней. Так, все. Всем удачи, здоровья. Давайте, до новых встреч.